Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже давным-давно работали. Вот такой интересный голубой нежный цвет. На камеру передается чуть поярче, на самом деле он чуть поспокойнее. Ну и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Самое главное правильно подобрать крючок. А так пряжа у вас может быть и летняя, и демисезонная, и зимняя. В общем, берите, вяжите, вы большие дизайнеры. Итак, новички. Возможно, кто не видел данные ниточки, смотрите, будем знакомиться. Называются они Нака, Мохер, Деликат. Смотрите, получается по составу здесь 5% мохера, 10% шерсти и 85% премиального акрила. Цвет, если кому понравился цвет, смотрим цвет. Смотрите, 214. Моточек получается по 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. И нам советуют производители брать крючок номер 4. Дело в том, что я данную пряжу уже вязала. Я вязала крючком номер 3. Меня, в принципе, все устраивает под мою плотность вязания, под мои узорчики. И я, получается, беру сегодня, вот видите, рабочая лошадка такая моя, крючок номер 3. Вы точно так же изучаете свою пряжу, подбираете правильно крючок, чтобы у вас все получилось согласно рекомендациям производителя, а также своей плотности вязания. Если вы хотите, чтобы узорчик был более воздушным, более таким рыхлым, да, то вы берете крючок потолще. Если вы хотите, чтобы узорчик был более плотненьким, то вы берете крючок потоньше. Вот вся премудрость. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю, получается 33 воздушные петельки. Ну, вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, для начала петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Помните, да? А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как и многих узорчиках, особенно для новичков, рекомендую сделать вспомогательный ряд. Столбики с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. Следующую петельку цепочки точно так же аккуратненько ныряем и провязываем еще один столбик с накидом. И в следующую, и во все последующие петельки цепочки вот так будем нырять, провязывать столбики с накидом. Самое главное, сами себя контролируйте. Количество столбиков по итогу получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть я набрала 33 воздушные петельки. Значит, у меня должно получиться 33 столбика с накидом. Несложно, да? Самые первые 3 петельки, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно. У вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же по узорчику одну воздушную петельку. Итого 4 воздушные петельки. Теперь будьте внимательны. Накид. Вот в этот же столбик первый нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке, не провязываем. Накид. Еще раз сюда же ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки. Стоп. Держим петельки на крючке, не провязываем. И точно так же третий раз. Провязываем 3 столбика с накидом не полностью. Затем мы провязываем все петельки до 2 петелек на крючке вместе. И затем фиксируем 2 петельки. Вот такой интересный пышный столбик получается.
3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 3 столбика в первом вот этом нашем ряду вспомогательном. Раз, два, три. В 4 столбик нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 3 столбика точно так же. Раз, два, три. В 4 столбик нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. И 3 раз накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Теперь 3 петельки провязали вместе и зафиксировали. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И возвращаемся сюда же и провязываем точно так же такой же пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с накидом, да, в которых мы провязываем одну общую верхушку. Оп, 3 петельки вместе и 2 петельки зафиксировали. Вот такая по итогу получается у нас картина. Дальше опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4 нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Вот такая картина. Угу. Ну и дальше повторение. Опять делайте арочку, потом рогаточка из пышных столбиков, арочка. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Пропустили 3 столбика. Раз, два, три. В 4 провязываем наши 3 столбика с накидом не полностью, с одной общей верхушкой. И формируется вот такой вот листик, пышный столбик. Да? 3 петельки, 2 петельки. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же возвращаемся и точно так же провязываем 3 столбика с накидом не полностью. Мы потом провязываем их с одной общей верхушкой. Формируем пышный столбик. 3 петельки, 2 петельки. Угу. И вот такие вот рогаточки из таких вот листиков, пышных столбиков у нас формируются. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. И в 4 провязываем столбик без накида. И так далее до конца ряда. Совсем не сложно. Я уверена, что вы справитесь. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда и хочу показать, как мы заканчиваем ряд. То есть мы провязали 3 воздушные петельки, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, и в 4, а это у нас 3 петельки подъема, помните, да, в 3 петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, раз, накид, сюда же ныряем, провязываем 2 петельки, 2, накид, сюда же ныряем, вытягиваем ниточку, 2 петельки, 3. Все вместе зафиксировали, да, 3 петельки, 2 петельки. Далее здесь будет всего лишь только одна воздушная петелька, потому что это пол рогатки. Далее накид. Сюда же опять возвращаемся, ныряем и провязываем 1 столбик с накидом. Вначале у нас были это 3 петельки подъема. Помните, да? 3 петельки подъема и 1 воздушная петелька по узорчику. Вот та самая воздушная петелька и столбик с накидом. Идем дальше. Воздушная петелька. Поворот, и сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся на столбик без накида предыдущего ряда, ныряем в него и провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька, и опять сюда же вернулись и провязали 2 столбик с накидом. Вот такая вот у нас рогаточка сформировалась. Несложно. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь смотрите. Вот у нас получается рогаточка из пышных наших столбиков. Вот на арочка. В арочку ныряем, провязываем столбик без накида. Угу. Ну и дальше повторение. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Ныряем вот столбик без накида предыдущего ряда и привязываем в него рогатку. Это столбик с накидом, воздушная петелька. И сюда же вернулись и провязали столбик с накидом. Угу. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся в рогаточку предыдущего ряда от наших, получается, пышных столбиков. И провязываем столбик без накида. Все. Вот это и есть весь ряд. Столбик без накида, рогатка. Столбик без накида, рогатка. Столбик без накида, рогатка и так далее. В конце ряда я вас встречу. Ряд несложный, вы справитесь сами. Давайте.
Так, наши рогаточки готовы. Как мы заканчиваем наш ряд? После последней рогаточки мы точно так же делаем 3 воздушные петельки и присоединяемся. Помните, мы делали 3 петельки подъема, да, и воздушную петельку по узорчику. Так вот, к третьей петельке подъема мы присоединяемся аккуратненько и провязываем столбик без накида. И на этом наш ряд заканчивается. Далее воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь будем работать вот с этой нашей рогаточкой. Накид. Ныряем в рогатку, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп, накид, сюда же 2 петельки стоп, накид, сюда же 2 петельки стоп. Теперь 3 петельки провязали вместе и затем 2 петельки провязали вместе. Вот такой пышный столбик, как мы провязывали в самом первом ряду. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся опять сюда же. И провязываем точно такой же листочек, лепесточек, либо пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с накидом, с общей верхушкой. 3 петельки вместе, зафиксировали. Вот опять такая же рогаточка, как в самом первом ряду. Единственное, что мы сместили просто в шахматном порядке. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И присоединяемся там, где у нас был столбик без накида. Мы точно так же, получается, к нему присоединяемся и провязываем столбик без накида. Все. То есть наша с вами задача повторить самый первый ряд. Столбик без накида, рогатка, столбик без накида, рогатка и так далее. Как все в первом ряду. Давайте. Вы уже умеете вязать. Самостоятельно провяжите до конца ряда. В конце ряда встречаемся, смотрим, что в итоге получается. Получится красиво. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши рогаточки готовы. И заканчиваем ряд точно так же, как начинали, столбиком без накида. Итак, 3 воздушные петельки. Там, где у нас был столбик без накида в предыдущем ряду, мы делаем тоже столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот, накид. Сюда же опять возвращаемся, провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И направляемся вот в нашу рогаточку. И в центр рогаточки провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Шагаем в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем рогатку. Столбик с накидом 1. Дальше у нас идет 1 воздушная петелька. И сюда же возвращаемся, столбик с накидом 2. То есть, если внимательно посмотрите, вы поймете, что мы повторяем второй ряд. Помните? То есть, точно так же он будет у вас смещен в шахматном порядке. Тут у нас как бы пол рогаточки, столбик без накида. Дальше у нас идет рогатка, дальше будет столбик без накида. 3 воздушные петельки. Так, воздушные петельки. 2, 3. И провязываем столбик без накида. Как вам? Несложно, да? Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Напоминаю, провязываем точь-точь, как второй ряд, просто в шахматном порядке. Так, смотрите, вот такая красота у нас получается. И заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали, получается, 2 столбиками с накидом. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику, то есть 4 воздушные петельки. Дальше возвращаемся сюда же в этот же столбик и провязываем пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с накидом, с одной общей верхушкой, да. Вот таким вот образом. 3. И все вместе провязали до 2 петелек, а затем 2 петельки вместе. Вот такой пышный столбик. 3 воздушные петельки. Переключаемся на столбик без накида предыдущего ряда и в него провязываем тоже столбик без накида. 3 воздушные петельки. И дальше опять ныряем в нашу рогаточку и начинаем провязывать точно так же вот такие вот 2 пышных столбика, которые будут формировать пышную рогатку. То есть повторяем точь-в-точь самый первый ряд. То есть мы с вами уже провязали вертикальный раппорт узорчика. Он равняется у нас всего лишь только 2 ряда. Вначале у нас пышные рогатки, обычные рогатки. Далее пышные рогатки, обычные рогатки. И получается 4 ряда провязали. Дальше идет 5 повторений. Поняли? То есть 1, 2, 3, 4.
Я вам сюда прикладываю схемку. Схемка, к сожалению, какая есть. Она вот такая вот не очень четкая. Но вы просите схемку, я показываю, что схемки бывают разного качества. Я выкладываю хорошего качества. Вот выкладываю вам не очень хорошего качества. Не хочется, конечно, портить видео, но вы просите, я вот вам выкладываю. Либо перерисовывайте себе на листочек. У меня тоже очень большое количество тетрадок с перерисованными схемами, чтобы я для себя понимала, потому что не всегда качество схемки хорошее. Итак, кто умеет работать по схемкам, смотрите, сами себя контролируйте. Кто не умеет работать по схемкам, все равно посмотрите. Увидите, как отмечаются столбики, как воздушные петельки, что ничего сложного нету. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, какой получится интересный, ажурный, красивый узор. Уже и так понятно, что он будет красивый. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, какая у нас по итогу получается красота. Согласитесь, да? Очень просто, легко, в то же время так небольшой объемчик и ажур. Узорчик двусторонний. Выбираете любую сторону, какая вам больше всего понравится. И красота. Представьте, летние ниточки, летний топик, маечка, да? Может быть полностью, может быть только спинка. Здорово, здорово. А также это может быть и шарфики, это могут быть и снудики очень интересные, и палантинчики, да? То есть выбирайте пряжу, в зависимости от пряжи у вас, естественно, будет ваше изделие. В моем случае из моих ниточек вот так тянется. И вот так тянется. Из ваших ниточек может тянуться больше, может быть тянуться меньше. Пробуйте, экспериментируйте, вяжите. Из любых ниточек они могут быть и цветные, меланжевые, могут быть секционного окрашивания. Да? Если кто-либо что вязал уже данным узорчиком, узорчик не новый, то пишите в комментариях, что вязали. Нам будет интересно, из каких ниточек что получилось. Но если не вязали, подбрасывайте идейки. И летние кофточки, и кардиганчики летние в пол будут шикарно смотреться. Не забывайте, что узорчик можно поворачивать. Так, вот так он будет выглядеть. Либо вот так поворачивать. Кому-то вот так больше понравится. Как вам больше понравится, так и делайте. Вы большие дизайнеры. Ваша работа будет работа самая эксклюзивная и самая красивая. Давайте замерим. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. У меня это сегодня получается... Ну, практически 18 сантиметров, 17,8, 17,9. И тут получается, смотрите, по 2 рядочка. Считаем по нашим вот таким пышным, да, рогаточкам. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Первый 13. Вяжется очень быстро и легко. Это, смотрите, 11 сантиметров. Здорово. Я думаю, да, в копилочку ваших узорчиков самое то. Согласитесь? Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в удобное для вас время, вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.